Берегись! Песня про кровись! Берегись! Песня про кровись! Сегодня у нас в гостях Микита Эпплпикер Орлов. Один из 10 самых модных белорусов, по мнению издания «Как тут жить» в 2019 году. Минский инди-рок-музыкант, басист группы «Союз» и участник еще 100 тысяч групп. Никита Орлов одевается в лучшую в мире униформу независимого музыканта. Что скажешь, Микита? Всегда хотелось быть модным в чьих-то, видимо, глазах, но по факту я никогда не делал конкретные шаги для этого. Ну, стиль не единственное твое достижение в этой жизни. Все-таки мы тебя знаем в первую очередь как музыканта. И хочется с тобой поговорить про первую твою группу, которая у тебя еще была в Пинске. Что ты можешь про нее рассказать? У него было много названий, но самое продолжительным названием являлось Soundguns, Пиу-пиу-пиу. Я, получается, закончил музыкальную школу и по классу фортепиано. И у меня было фортепиано, но его потом продали, и я решил играть на гитаре. Сначала у меня была такая раздолбанная акустическая гитара, ну, в смысле раздолбанная, она просто была натянутая как лук, и на ней можно было только блатные аккорды играть без барре, потому что барре там было вообще нереально. Благодаря бабушке у меня появилась электрогитара. Я впервые поиграл на нормальной гитаре, то есть я сразу там стал какие-то соляки играть, барен, то есть я понял, о, так это намного проще, чем было, оказывается. И у меня появились приятели, кстати, из гребной базы. Меня одноклассник затянул на греблю. Гребля на ялах — это такие судна, там сидит 6 человек, и все, короче, гребут на веслах. Вот. Мне не особо нравилось, но я познакомился там с классными ребятами, с которыми в итоге собрал группу. Но у никого не было инструментов, но были общие интересы, слушали альтернативную музыку. Я более легкую, ребята слушали там больше металла, но мы стали как-то обмениваться музыкой, и это все как-то сплавилось в одно влияние. Вот. И все потихоньку стали покупать себе инструменты. Барабанщик Антон купил себе советскую ударную установку типа за 50 рублей на те деньги, это лет 15 назад. У меня гитара появилась, и мы начали репать у меня в спальне непосредственно. С живой ударкой? Да. Один раз кто-то забыл закрыть на ключ дверь в квартиру, и просто зашла какая-то женщина, соседка, которая даже на самом деле не помнил особо, но она просто такая заходит, видит, как мы играем, и она такая: ребята. Но ее основной посыл был: езжайте играть в Москву. И мы такие: окей, дашь билеты? Она могла бы стать продюсером, в принципе. Да, типа того. И вот мы такие, сказали: окей, мы будем закрывать дверь на замок, и все, пожалуйста, уходите. Окей. Но так вы были замечены, получается, первый раз. Да. Это первая зрительница ваших, я так понимаю, выступлений. Да. Ну, поблагодарим всех добрых соседей вашего дома, которые не пытались выкорчевать ваши репетиции с живой барабанной установкой. Это круто. А ты сказал, что фортепиано продали? А что, ты переставал заниматься музыкой или с чем это связано? Закономерно мне не сильно нравилось играть на фортепиано и учиться в музыкальной школе. В том возрасте это все очевидно, потому что, камон. Занудство? Да. Нужно сидеть, что-то тренировать, эти классические произведения, все дела. Но сейчас понятно, что это дало мне мощную базу на самом деле. И ты потом уже к гитаре вернулся? Да. Тебя, получается, мама учила играть на гитаре, вот ты уже отучился в музыкалке, и потом она тебя учила играть? Не, параллельно. У нас была гитара, борисовская, видимо.
И да, мама знала АМ, ДМ, Е, и База. она мне показала, да, я такой, ну класс. И я там дальше что-то с этими самоучителями, с песнями Короля и Шута сам изучал. Папа, я так понимаю, твой чуть глубже в этой теме. Вообще сочетание интересное тоже. Он же кузнец, по-моему, В том числе. и звукоинженер. Он радиолюбитель, это вот так вот Ага, скажем. Потому окей. что он собирал технику, все еще собирает. А как твои родители познакомились? Насколько я знаю, они жили в одном доме. Это в Латвии, в городе Лиепае Мгм. происходило, да. Они там же и поженились, а потом переехали в Пинск. Никита, мы у тебя дома. Это правда? Да. Как Ничего. проходит день Никиты Орлова? Ну, просыпаюсь и там делаю себе кофе. Сейчас мы узнаем, как приготовить тот самый кофе, после которого день проходит отлично. На самом деле в песне идет речь о кофе с молоком и сахаром, который я пил долгое время, но потом я стал добавлять вместо молока и сахара сгущенку. Как бы вообще ничего необычного, просто заваривается в кружке, само собой. 2 ложки кофе. Yes. Заливаем это все. Чайник сломался, поэтому из кастрюли. Ну, еще можно при желании подождать немножко, пока он подзаварится, но ладно, разницы особо нету. И берем сгущенки, там, ложечку, например. Можно 2, но уж 2 как-то слишком сладко. Какая сгущенка лучше для этого подходит? Расскажи нам. Слушай, ну в идеале Рогачевская, но у нас тут есть просто польская, Гостынская. Ну, это вроде единственное вообще, которое лично я видел в продаже. Нормальная сгущенка, типа, вообще. Какие увлечения у тебя еще, кроме музыки? Ну вот, я пластинки собираю. Ну, об И- этом поговорим. Да, обязательно. И кассеты, конечно, и немножко диски. Ну, пока диски не на чем слушать, но я обязательно хочу потом собрать себе, Сетап. да, сетапчик. Ну вот у тебя там всякие книжки, иконы. Ну, это все жены, потому что я книжки не читаю, к сожалению, и в Бога не верю. Как ты ко всему этому пришел? Как ты докатился до жизни такой? Ну, мне всегда интересно было, не знаю, ну, поначалу просто, когда я записывался дома в Пинске, у моего отца было много техники советской, ну, конечно, не такой, но просто там бобинник был бытовой и деки просто кассетные, и я на них пробовал что-то записывать. Мне нравилось, как звучит именно пленка. Особо нету возможности покупать какой-то аппарат супер качественный. Даже вот эта вся техника аналоговая, она стоит своих денег. И повезло, что мне друзья помогают, делятся аппаратом, там, дают попользоваться. И это двигает мое творчество. За что всем спасибо. Что еще у меня тут есть? Пластинки всякие. Подборочка пластинок. Я просто... Да, какая-то часть пластинок у меня осталась в Минске. Что-то я тут стал собирать заново. Короче, ребята ездили, когда записывать альбом в Сан-Паулу. Последний альбом Союза. Леша привез мне вот эту пластинку Легиау Урбана. Бразильский постпанк. Пластинка в таком довольно интересном состоянии, ну, поношенном. Но это додает ей только вайба. И тут интересный факт, то что на задней обложке есть рукописный текст на португальском, конечно же. Ну, и, конечно,
не особо разборчиво и непонятно как бы разобраться, что тут происходит. Но один раз мне написала фанатка из Бразилии относительно недавно. Ну, там small talk, там все дела, что вот круто, что вы там интересуетесь бразильской музыкой, там Ло Боржес, все дела. Ну и такая пишет мне, вот тебе нужно послушать типа этот альбом. Я говорю, а у меня есть типа на пластинке. И типа забавный факт, что тут что-то написано. Я ей сфоткал, отправил, она мне перевела сообщение, которое здесь написано. Это, в общем, это подарок девушке своему возлюбленному. Ну, тут такое минимально любовное письмо, типа, что вот это... Этот альбом напоминает мне о бывшем, но это все-таки часть меня, поэтому я надеюсь, что тебе понравится, типа в таком духе. Вот они и расстались по итогу. Family Fodder, классная подборка, классная группа. Рад, что у меня есть в коллекции. Тодд Рандгрен, Утопия, тоже классный альбом. Особых историй нету. Monochrome Set, Love Zombies и Strange Boutique. Классная группа, классные альбомы. Не ожидал, что найду где-то в наших широтах, но британский постпанк. Вот один из моих любимых альбомов Television Marquee Moon. Один из таких гитарных альбомов, которые определили меня как музыканта, гитариста. Очень нравится. Что в коробке? В коробке, короче, кассеты для Декаденса. Это вся подборка моих кассет, которые я ставил на Декаденсе в Минске. Не знаю, Школа просто тебе не по понять. укладу. Вспомнил, проследился. Например. Декаденс — это такая вечеринка, на которой мы ставим музыку с аудиокассет. И там у нас еще куча телеков стояла. Ну, вечеринки до сих пор идут с разной периодичностью. Ну вот, да, там украшивали диджейку телеками. Стояли видеомагнитофоны, где ставили какие-то видеокассеты, тоже какие находили. И тоже пользовались видеокамерой ВХСной, типа ее просто пускали в микшер видео и, короче, снимали публику. Короче, ну, такая атмосфера супер аналоговая, и все жестко кайфовали. Ну и кайфуют еще. А в остальном тут все самописные кассеты, которые я специально записывал для вечеринок, ну, потому что, конечно, можно было ставить музло чисто с тех кассет, которые ты находишь, но зачем, когда можно самому просто записывать. Вот, и есть такие артефакты, как, например, Дави на ГАЗ-5. Чтобы ставить такие треки, как Bombfunk MCs, B-Boys Fly Girls. Для контраста, например, есть кассета группы Yes, из которой я ставил трек Owner of a Lonely Heart, соответственно, самый попсовый. Это типа кассета из детства, мне как какой-то кореш батя подарил мне. У меня никнейм для Декаденса Super Music называется. И почему Super Music? Потому что были такие пиратские кассеты, собственно, на которых написано Super Music. Соответственно, ну, на них качество вообще далеко не супер зачастую. О, нашел. Super Music High Speed Recording. МС Жан и диджей Рига. Да, я такой тоже записывал. Ну, да. Ходовые. Better Off Alone, Freed from Desire. Вот самая база. Это с того периода, когда я в Минске покупал на Куфоре просто коробки кассет, типа по 100 штук там за там, 50-20 копеек, типа, и просто из них отбирал
которые еще остались в более-менее хорошем состоянии. Делал тиражи кассет, записывал там Apple Picker, Mask Noir. И успел небольшие такие тиражи сделать в рамках лейбла кассетного К7. Кстати. К6? Есть К6, а есть К7. Это винтажный итальянский орган. Я его так называю. Сиэли Flying 49. То есть такие штуки обычно создавались для того, чтобы аккомпанировать свадебным музыкантам, там, особенно которые там с гармошкой выступают, там, с аккордеоном. И тут можно было на органе такой звук, и можно просто добавлять регистры. Да, офигенно, когда типа чел рассказывает, там, да я там такой музыкант, там, ограничения, там, вдохновение, и такую какую-то хуйню просто играю. Получается, ты только на репточке работаешь относительно постоянно или... Ну, да, как какая-то основная часть занятости. Не супер постоянная, потому что я приезжаю на фузовню так по запросу, так сказать, на какой-то там на пару часов или на какой-то день. Почему мы в этой странной комнате? Ну, мы на фузовне. Это репточка, куда я устроился, куда меня взяли поработать админом. Я могу сюда прийти там, когда работаю или когда там в перерывах между работой, там расслабиться, как бы посидеть, и мне будет окей, но, конечно, со студией 42 сложно сравнить. Ты можешь, как бы, по сути, если не занято место, сам бесплатно тут репать? Ну, по сути, да, чем я и пользовался, потому что, ну, как бы так сразу было оговорено, что, как бы, ну, понятное дело, что вот пока тебе нечего делать, есть комната, то можешь заниматься чем угодно. Вот, и я, по сути, записал таким образом новый альбом Apple Picker. Ну, я так понимаю, ты еще подрабатываешь преподавателем. Типа преподаватель, но, по сути, просто, как бы, делюсь своим опытом и выясняю, чего хочет человек, чему хочет научиться, что-то понять, и я как бы со стороны своего опыта рассказываю, делюсь информацией всей, которой владею. Что, научишь нас играть на барабанах за 5 минут? Да. Го. Ты, короче, смотри, берешь вот одну палочку, вторую палочку, вот так вот на ноги ставишь, а потом просто такой... Вот, хз, с педалью, ну просто ты нажимаешь на педаль. Вот.
Я еще заметил, что я учился благодаря тому, что я смотрел, как играют барабанщики. Вот, например, даже в «Союзе», когда играл сначала Антон Немогай, я смотрел на него, и я потом обращал внимание, что я подбираю просто визуально его какие-то приемы и его технику, и у меня получалось это повторять просто. И сейчас, когда с нами играет Альберт, я тоже наблюдал за ним, как он играет, у него свой стиль, и я тоже стал немножко его фишки подсекать. Ну, в общем, такие приколы. И в этой точке ты должен, типа, схватить теперь пальцем и вот так играть, да. Смотри, да, рукой немножко по-другому. Типа, чтобы ты ее достаточно, видишь, типа вот как-то так вот опускать, отпускать, чтобы она сама падала, отскакивала, и ты ее, типа, ловишь потом после этого. Минск, камон. Студия 42, пожалуй, самое родное для меня место в городе. И оно должно существовать, несмотря на любые сложные обстоятельства. Без нее не было бы моего альбома, «Союза» и многой другой музыки, которую мы записали здесь с многими группами. Расскажи. Так я же все рассказал. Кому? Ты мне вот сейчас прочитал, что... Ну окей, расскажи, как ты оказался на студии 42. Это, собственно, связано с появлением «Союза» непосредственно. Когда я сначала познакомился с Лешей Чумаком, потом со Стасом Мурашко, и они оба хотели делать музыку новую, там, со мной, или там еще с кем-то. И я в какой-то момент подумал, что вот, давайте тогда соберемся втроем, что-то попробуем поиграть. И Стас Мурашко предложил, вот, пойдемте на студию 42. Там мои друзья сделали вот такую студию. Я уже что-то слышал, но никогда не попадал. Подумал, ну, классный повод. И в итоге первая репетиция «Союза» по факту была вот на студии 42. И меня очень заинтересовало это место изначально. После того, как я там побывал. И мы продолжили там репетировать с «Союзом». Я стал туда захаживать. До этого я репетировал в основном на Maple 3. Кстати, это студия того же основателя. Человека, который построил обе эти студии. Они довольно похожи по вайбу. Вот. Коля Сапунов, привет. И потом, когда мы общались с Ромой Малаховским, который там работал, как-то слово за слово он меня позвал работать там, помогать ему, ну, работать админом, записывать группы, развивать студию. Это все. Я знаю многих людей, которые приходят на репточки, на студии, записывают там музло, но для которых эта репточка не становится каким-то вторым домом, таким родным местом. Как она стала, эта точка, для тебя такой родной? В чем магия? Ну, потому что оно было довольно открытым благодаря тому же Роме, который притягивал творческих людей туда. Соответственно, я когда попал туда, там, ну, я видел какие-то инструменты, там, примочки лежат. Ну, видно, что это похоже на как полулабораторию, в которой можно было бы сидеть, что-то делать постоянно. И так и оказалось, что у меня не было своего места там, кроме съемной комнаты, где бы я мог заниматься музыкой. Ну, и то там у меня из инструментов, на самом деле, тот же набор, что и сейчас дома. Типа гитара, самоиграйка, ноут. Тогда даже у меня не было языковой карты, я просто в линию записывался. Поэтому у меня была определенная нужда в таком месте, на самом деле, в которое бы я мог приходить и реализовывать какие-то свои планы и идеи. Это место, которое тебя приняло с твоей нуждой делать музло. Да. Там были люди крутые, которые тебя в этом начинании поддерживали, еще и все оборудование было. Да. Но это для музыканта вообще звучит как сказка. Да, на самом деле. Ну вот это спасибо большое Роме Малаховскому, с которым мы разобщались, как-то подружились. И
и решили как бы продолжать вот это все делать вместе, развивать студию дальше. Чем Рома сейчас занимается? Все тем же, он работает на студии 42, она все еще работает. Несмотря на любые сложные обстоятельства. Да, ну, признаемся, что содержать репточку в Беларуси, в Минске, это довольно сложно, особенно если она такого некоммерческого подхода. Не про то, чтобы группы туда постоянно приходили репетировать и все, а ну, про многое другое. Ну, то есть мы там делали и мини-фестивали какие-то, выставки, там можно было что-то починить, были инструменты не музыкальные, музыкальные инструменты. Ну и сообщество, соответственно. Люди, которые приходили репетировать и, ну, и возвращались туда на следующие репетиции. А есть ли у тебя в Варшаве такое сообщество? И есть ли у тебя в Варшаве такое место, как студия 42? Ну, наверное, нет. Я, по крайней мере, не почувствовал. Ну, это сложно, конечно же. Ну, несмотря на то, что я работаю здесь, на Фузовне, контингент групп там немножко другой, музыкантов. Угу. Конечно, на студии 42 тоже кавер-бенды репетировали, но как-то на Фузовне их... Блин, ну их больше, но это не кавер-группы все-таки. Это много начинающих музыкантов, которые учатся играть, я просто слышу это. Ну, и еще немножко мне языковой барьер мешает там, с поляками общаться, несмотря на то, что я как бы разговариваю по-польски, но... Ну, я еще сам человек такой, который... Ну, я далеко не со всеми могу начать разговаривать. А что, например, по поводу К6, которые вот сделали ребята Беларуси, К6? Респект. Да, вот про них я подумал, что да, это могло бы быть таким местом, но я не так часто там бываю. Но в целом, да, вектор они задали правильный. Стас Мурашко, на самом деле, один из участников команды К6, ну, соответственно, тот, кто меня пригласил на студию 42, поэтому... И он, на самом деле, участвовал при строительстве студии 42, поэтому есть такая связь. Ну, круто. Я бы тоже очень хотел, чтобы у нас, в нашем Осироде, в Варшаве было такое место, как студия 42. Все, что ты описываешь, звучит вообще бомбезно. Ну, это нужно, чтобы у человека, владельца, были абсолютно альтруистические намерения, что очень сложно встретить. Ну, еще и в эмиграции. В эмиграции, это да. То есть, сложный момент. То есть, скорее всего, должен быть поляк какой-то, у которого нет там цели зарабатывать, а скорее, типа, как-то, чтобы творчество развивалось. Давай представим, что этот поляк сейчас смотрит наше с тобой интервью. Можешь, пожалуйста, попросить человека? No cześć, no proszę otworzyć taki lokal muzyczny, nie wiem. Proszę bardzo. Zapraszam do kontaktu. Расскажи про свой переезд из Беларуси. Ты говорил в интервью, что переехал вслед за Союзом, но это был исключительно только рабочий момент или еще что-то было связано? Ну, в Варшаву поехал из-за движа. У меня там многие, те, кто живут не в Варшаве, спрашивали, а почему в Варшаву переехал, почему ты там другие города не рассматриваешь? Ну, на самом деле я не рассматривал, потому что я ничего не знал. Ну, вот и я поездил в другие города, и да, везде есть свой движ, но как бы в Варшаве просто больше всего, и, ну, больше концентрации людей и идей. Вот и все. В других городах они тоже есть, но масштаб немножко другой, или там направление немножко другое, поэтому... Если мы вернемся, или когда вернемся, вот как бы ты охарактеризовал жизнь тут? Эскапизм в эскапизме эскапизмом погоняет.
Никита, где мы находимся? Мы находимся в музее компьютерных игр и приставок. Как ты к этому всему относишься, к компьютерным играм и к приставкам? Ну, с легкой долей ностальгии скорее. Потому что так повседневно я не играю, но игры компьютерные меня возвращают в детство, потому что я в детстве очень много играл. Я, кстати, такими вещами вдохновляюсь, в том числе и для творчества. Ну, скорее, меня привлекает эстетика, какая-то вот эта графика. У тебя была какая-то приставка или ты чисто в комп рубился? Не, у меня был комп, я играл на компе в основном. А появился у нас компьютер в семье, когда мне было 10 лет. Одновременно я тогда и начал интересоваться написанием музыки на компе и делал свои первые какие-то работы. Первый альбом, который никто не увидит. Да, что я его удалил. Это вот первый «Принц Персия». Откуда звук? Из темника. Офигеть. «60 минут осталось. Мы реально в компьютерный клуб пришли. Чему ты научился благодаря этой игре, Микита? То, что не нужно делать необдуманных решений. Твары поучительные. Комп на кассетах. Это значит, если я вставлю сюда свой микстейп, то все жестко закайфуют. Оп, cover me. Хорош. Плюс 300. Со щитом жестко. У меня пальцы вообще помнят все. Мадок, what's up? Ну что, как тебе сессия ретро-развлечений? Супер. Я бы сюда чаще ходил. Ну, когда я стану взрослый, богатый. Ну, конечно, это очень иронично звучит. Почему? Я сам заржал от вопроса. Будешь стримить Сан-Андреас? Да ладно. Блин, ну странно на самом деле. Блин, ну, с одной стороны, хочется тут остаться навсегда, но это, конечно, очень странное желание. Ну, не странное, но такое... Типа, что убежать от всего сюда? Ну, да, это такой эскапизм очередной. Чего, конечно, хотелось бы избежать. Посмотрите на него. короче. Он хочет избежать эскапизма. На этом можно все. Это отличная идея, кстати, для трека. Вот Избежать очередное эскапизма. вдохновение пришло после компьютерных игр. Диджей Некит и Некит Project. Расскажи, что это вообще такое? Ну вот, когда появился первый компьютер в семье, кто-то из родителей, мама или папа, мне подарили диск «Виртуальный диджей 2005». Я вот это помню отлично. И это была подборка этих давок. Там был 4-й Fruity Loops, Cubase, возможно. Ну, такой типичный пиратский диск, типа, где все вот эти пиратские версии программ. Ну и, короче, стоял выбор что-то из этого изучить. Причем, ну, еще не было интернета. Вот. И я в итоге нашел на этом диске какой-то супер простой секвенсор, где можно было залить на каждую дорожку какой-то сэмпл и типа набить точками, типа в какой момент он будет триггериться, и получались такие лупы, типа там на полминуты. Этим путем получился тот самый первый альбом DJ Naked, который я удалил впоследствии. Почему? Ну, хороший вопрос. Ну, потому что мне казался он супер наивным. Ну, в принципе, как и все, что я делал до 10 класса. И что ты сейчас думаешь про то музло свое? Ну, анализируя сейчас,
я жалею, что я себя сковывал. У меня было суждение, что, ну, может, это после музыкальной школы. Это было во время музыкальной школы, на самом деле, еще. Видимо, у меня засело в голове какое-то чувство, что это должно быть условно серьезно в какой-то степени. Ну, да, но на самом деле я понимаю, что я на самом деле был готов на более какие-то смелые эксперименты, но я просто себе не мог разблокировать вот это вот этот барьер. Через это можно было выйти в более свободную какую-то творческую мысль. А сейчас как у тебя? Ну, сейчас, я все еще с этим борюсь, типа как-то не загонять себя в какие-то рамки и экспериментировать, там, прислушиваться к разной музыке. Это все еще это длительный процесс. Он сейчас происходит. Мы находимся рядом с клубом «Спатив». Тут происходят разные мероприятия. Сегодня мы играем вечеринку в честь дня рождения хулигана. Сколько там ему исполнилось, я не помню. Я в первый раз вообще, в принципе, диджейл в хулигане в 2018 году. И сразу на винилах. Так получилось, что мы съехались со своим будущим басистом живого состава Сашей Анфилатовым. И у него были вертаки и микшеры, и у меня были пластинки, поэтому мы коротали время за микшированием пластинок, я научился, и мы сделали свою первую вечеринку в хулигане, а мы в хулиган до этого несколько лет ходили, и тоже на фанковые какие-то вечеринки мы на тот момент сделали сами что-то похожее. Это был День Святого Валентина, я еще помню. В общем, вот так начиналась моя диджейская. Круто, круто, круто. Чем для тебя отличается выступление диджейское от выступлений с группами, с Apple Picker'ом, там, с Союзом? Это просто шанс поставить музло, от которого тебе кайфово, и ты подбираешь его для своего сета. Изначально была мысль делиться с винила. У меня в Минске собралась неплохая коллекция, что я продолжаю сейчас, но, правда, у меня теперь 2 коллекции в Беларуси и здесь. Но, тем не менее, я вот хочу еще чуть подсобрать винила и записывать микс уже с винила, и может сыграть какой-нибудь часик в Spotify, потому что, хватит музла, очевидно, только на час, но, тем не менее, вот можно такие штуки делать. И это довольно меломанская тема, потому что, я же собираю пластинки на свой вкус, и если я действительно нахожу что-то такое, вау, супер, это я буду слушать в свое свободное время точно. Вот, и везет, если я еще могу составить какой-то сет из этих песен, с тех пластинок, и это будет просто интересно, как и ему. Кайф, кайф, кайф. Есть у тебя какие-то любимые жанры, исполнители для диджейских лайвов? Да, у меня все концентрируется на каком-то буги-фанке. Тут как раз-таки скорее такая музыка, которую я слышал когда-то в хулигане. И я просто вайбовал, но потом со временем я тоже стал находить музыку в этом стиле. И мне нравится ставить это на вечеринках, оно как бы не супер там что-то прям офигенное, но мне нравятся все эти старые группы с конца 70-х, которые играли такую музыку. И еще, кроме этого, New Wave. Я очень люблю New Wave. Еще со времен Декаденса у нас были вечеринки, на которых мы ставили музыку с кассетных дек. И там было больше New Wave, и я это тоже обожаю ставить до сих пор. Начал копать латиноамериканскую музыку, и мне очень нравятся бутлеги популярных песен, которые записывали там в Перу,
в Аргентине они просто, ну, как бы брали песню, но писали текст на своем языке, на испанском или на португальском, ну, как-то адаптировали. И они зачастую звучат вообще намного круче, чем оригиналы, и я жутко вообще с этого кайфую. И у меня сегодня получилось составить половину сета с таких треков, которые... Ты такой, это этот трек, а потом слушаешь текст и такой, в смысле? Хотел последнее спросить, что ты самое необычное врубал на своих диджейских сетах? Свои треки. Спасибо большое, Викита. Наконец-таки мы подбираемся все ближе и ближе к самому главному, к тому, ради чего мы тут собрались. И вопрос один про группу White Cave. Правда ли, что White Cave — это тоже как бы целиком написанная музыка тобой одним, да? То есть ты просто собирал группу, чтобы это играть? Да. А в чем для себя отличие White Cave и Apple Picker? Что ты закладываешь, какую разницу? Ну, в White Cave я хотел делать гаражный рок, по сути. И эксперименты с альтернативными стилями, типа, ну, вокруг гаражного рока все построено. Потому что, по сути, в Apple Picker никогда не было гаражного рока. Изначально это была более чилловая музыка. Я же начинал вообще с трип-хопа, с катасэмплоделики, вот это. То есть там, по сути, вот альтернативным стилям не было места. Хотя сейчас уже на самом деле есть. Но на тот момент я захотел делать, ну, такой откровенный гаражный рок. Ну, и было понятно, что я просто сделаю это под другим названием и попробую. Ждать ли нам возвращения White Cave, но своих песен, не каверов, как ты выпускал эпишку? Блин, надеюсь. Ну, в последнее время как будто меньше смысла разделять свое творчество на несколько проектов, потому что Apple Picker уже сам по себе размывает границы жанров. На последнем альбоме есть «Просто нет слов» и «Дело и страдания», которые уже такие, они скорее более гранжевые. Но, тем не менее, это уже намного ближе к гаражному року, и как будто есть смысл просто все эти идеи развивать в рамках Apple Picker. Ну, собственно, давай про Apple Picker поговорим, наконец-то. Почему Haunted Tapes ты выпускаешь тоже от лица Apple Picker? То есть он ближе к первому альбому, как будто бы, но после первого альбома ты вроде бы достаточно сильно сменил траекторию. Ну вот, я допускаю вот эту дуальность в проекте Apple Picker, потому что... Какое было развитие? Там сначала у меня была музыка, которую я лепил из сэмплов, но мне хотелось перейти на живое исполнение. В итоге у меня появился лупер, с которым я начал экспериментировать и там записывал гитару, клавиши через лупер, и получались импровизированные такие композиции. И я просто писал, у меня накопилось их большое количество за пару лет. И для меня не стоял вопрос тоже, типа, под каким названием это выпускать, что для меня это казалось просто каким-то логичным развитием Apple Picker. И в итоге неофициально из всех этих записей было 5 альбомов, по-моему, инструментальной музыки. И вот и с лупером. Да, но в итоге для стримингов я подготовил только вот этот релиз Low Noise High Output, как самые такие треки, которые со временем и получили какую-то известность, ну там в частности как Evening 4. 5 альбомов звучит очень солидно. Да. Ну вот я их выкладывал только ВКонтакте. И вообще для меня это было как тоже скорее прикол, типа, ну как эксперимент, что ну вот... позаписываю такое музло. Я выложил первую подборку в конце 2016 года ВКонтакте. Мы тогда только познакомились с Лешей Чумаком. И он тогда был одним из модераторов паблика «Родной звук». И он даже у меня, не спросив, просто закинул в «Родной звук» этот альбом. И он набрал там типа 400 лайков. Ну, и понятное дело, для меня, ну, для лайка-дрочера, типа, ну, это был какой-то немыслимый результат, потому что, ну, еще не было столько внимания к моей музыке, ну, и причем к той, на которой я вообще, типа, не ставил никаких ожиданий.
И в итоге после этого мне стали писать ребята, и позвали с выступлениями в Москву, в Питер. Я тогда съездил с концертами просто в одиночку. Я играл типа Apple Picker и White Cave. При том, что я играю программу Apple Picker, там какие-то, опять же, импровизации в этом духе. Потом такой заканчиваю, такой, окей, а теперь White Cave, типа. Я включаю драм-машинку и играю треки White Cave. Хочется немножко тебя про песни твои поспрашивать некоторые. Вот, собственно, на Low Noise High Output песня Evening 15. Что там за болтовня детская в начале? Короче, вся концепция записи Evening. Как можно подумать, если есть Evening 4, Evening 11, Evening 15, значит, есть и все между ними. Да. У меня была кассета из детства, на которую я записывал просто, будучи ребенком, просто как я там что-то разговариваю, анекдоты рассказываю, типа, читаю. И там записываю какие-нибудь сэмплы с телевизора, типа, потому что у того же дедушки был японский магнитофон Sony. Довольно такая раритетная вещь, особенно на нынешние времена. И там был встроенный конденсаторный микрофон. Офигенный. И функция записи. То есть ты можешь просто ставить запись, и оно пишет все, что происходит в стерео. И я этим пользовался все детство, по сути. И да, там делал какие-то миксы, потому что там можно было еще переключаться между радио, например, и микрофоном. И он записывал попеременно то сигнал с радио, то с микрофона. И я там типа передразнивал какие-то песни. И потом я нашел эту кассету. Первая мысль у меня какая была? Стереть нахуй. Но потом... Или я не сразу понял, что это та кассета. Я просто, когда по мере того, как записывал, и потом слушал, что дальше записано, я такой, прикол. И я решил оставлять какие-то небольшие части. Вот просто там, где запись остановилась, если там что-то интересное, я просто оставлю вот этот небольшой сэмплик и буду записывать дальше. Просто, опять же, как элемент коллажа использовать из прошлого. И вот эту кассету, все треки с этой кассеты я называл типа Evening и дальше по числам. Потому что я их просто записывал по вечерам, скорее всего, и то не факт, но просто мне их нужно было как-то назвать, не придумывать же им всем названия. Ну это реально ты. Это твой детский голос из прошлого. Прикольно. Это круто. В песне «Делай страдания» там ты высказываешь такую дилемму языковую, что не определился, на каком языке петь. Определился ли ты сейчас уже, на каком языке петь? Это тоже не совсем. Тогда был вопрос скорее между английским и русским, потому что я все-таки начинал с английского и вообще не представлял русского языка в своем творчестве, но я стал больше слушать. Произошел подъем, во-первых, русскоязычной музыки, в середине десятых, но в основном меня вдохновила группа «Матросская тишина», но она вообще советская, с конца 80-х, начала 90-х. И я в тот момент понял, что, кажется, я понял, как делать песни на русском языке. Но в последнее время я задумался, что сейчас на русском уже как будто не так актуально уже выражать мысли, и на английском тем более. На белорусском я как бы не готов, но в итоге стал пробовать делать на белорусском. Тогда можем спросить немножко про альбом. Я когда его послушал, я не знал, что ты эти песни написал еще в Минске. И мне показалось, что они будто бы написаны так, как-то ностальгически. Ты как-то для себя объяснял, почему он написан там, а звучит будто бы какая-то ностальгия по дому? На самом деле, не хотелось вообще вкладывать какую-то ностальгию по дому, потому что, да, писалось все в моменте, но просто у меня музло такое, нотки ностальгические, не знаю, такой продакшн, и у многих, да, действительно, он вызывает, моя музыка, в принципе, вызывает какие-то ностальгические чувства. А что там на обложке? То есть, мы как бы смотрели, пытались понять, мы сошлись на мнении, что это карта, но это как бы... Просто картинка какая-то или была задумка именно что-то такое сделать? Я просто нашел карту Минска какого-то там 90-го года, начала 90-х, и, мне нравится рассматривать старые карты, особенно знакомых городов. И мне попалась карта Минска, и я
просто залип в нее. И начал смотреть все знакомые районы, где я когда-либо жил в Минске, и у меня появилась идея как бы их вырезать и поместить как бы на обложку, и сделать как бы отсылки на районы, где я проживал. Там студия 42 есть, вот этот райончик. Собственно, я там и жил напротив. А потом метро Пушкинская и центр, там, где вокзал. Вот у тебя как бы на альбоме такие достаточно конкретные образы каких-то, таких незначительных будто бы вещей, то есть, типа, про зажигалку, там, про автобус. А вот у тебя появились тут, если бы ты написал этот альбом тут, какие бы там были образы? Хороший вопрос. По сути, я его сейчас пишу, и пока что не пришел к каким-то образом конкретным, потому что пока то, что есть, оно такое без привязок к варшавским образом. Но я обязательно добавлю. Я еще пока не сформулировал. А нет у тебя такого, что ты, будто бы ищешь какие-то такие места, похожие на дом? Не. То есть их даже не обязательно искать специально. Я скорее ожидаю, что они сами придут ко мне. Стараюсь ничего не ожидать, чтобы в какой-то момент обрести то, что было необходимо, и я об этом не знал. Как дела вообще с новыми треками? Как у тебя новый материал непосредственно по Apple Picker продвигается? Благодаря Фузоне я записал очень много материала. И, по сути, весь инструментал у меня есть на альбом. Вот вопрос только с текстами. Как собирался материал? И для меня это был в основном всегда челлендж. Типа, вот у меня есть там пару рабочих часов на репточке, и я могу там сесть что-то записать. Но так как я дома предварительно ничего не сочиняю, мне проще сразу прийти на студию и что-то на ходу придумать и записать сразу. И, в общем-то, так почти весь материал придумывался. Я просто приходил с кассетной портостудией, или в случаях реже просто с ноутбуком и карточкой, и просто что-то сразу начинал на ходу сочинять, аранжировать, и появляются треки. В твоей музыкальной деятельности можно проследить такую тенденцию, что ты участвуешь в куче проектов. Про это шутили антимемы. Не теряется ли твой личный проект за всем этим? Хватает ли у тебя времени и сил, чтобы заниматься собой, Apple Picker? Да, не всегда бывает. Так или иначе я возвращаюсь к нему. Все эти репетиции дополнительные, там, запись скрипок, какие-то джемы, 5-10. Это все занимает много времени. У тебя не возникало желания, да ну вас, ребята, слушайте, это, конечно, очень здорово. Я понимаю, что я вам там помогаю как-то, но пойду заниматься Apple Picker. Так и мне тоже помогают. Я же тоже зачастую что-то получаю за это. Я воспринимаю это как работу по большей части. Угу. Поэтому в некоторых случаях я не могу сказать, что ребята, идите нафиг, потому что все-таки есть какие-то договоренности. Угу. В этом дело. А к Apple Picker я просто уверен, что я в любой момент к нему вернусь, или когда все пропадет остальное, или наоборот, когда я почувствую, что так, давненько я что-то для себя не делал, и просто в какой-то момент сяду, чуть поделаю и приближусь. Да. Кажется, что оно не пропадает. Я думаю, этим как бы и вызвано такое количество какой-то симпатии и респекта, которые тебе люди высказывают, просто за то, какому количеству музыкантов ты помогаешь и помогал. На самом деле это очень круто. Никит, спасибо тебе большое. Спасибо. За детство, за андеграунд, за всю хуйню. Я надеюсь, на самом деле, что так и есть, потому что у меня жесткий синдром самозванца и заниженная самооценка, и мне зачастую самому это непонятно абсолютно. Типа, что там я действительно кому-то помогаю, или я просто преследую какие-то свои цели просто так. Ты стопудово преследуешь какие-то свои цели, но, бро, людей отцами чего-либо просто так не называют.
Если вам Микита Эпплпикер Орлов когда-либо помогал в ваших музыкальных начинаниях, а может быть, не в музыкальных начинаниях, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Я уверен, что Миките будет вообще с кайфом это все почитать. Да. Посчитаем всех. Погорел, сусед, погорел. Ты к тому, что ж твоя хата была. Добрый вечер всем. Мы находимся в великом месте, на великом мероприятии, на рок-пикнике, классическом для этого места, под Лозенковским мостом. Все эти мелодии гуляли там и тут, но никак не мог я их всех поймать. And in a row, just keep and in a row, what the fuck? Где слэм, я не понял? Знаешь Эпплпикера? Кто не знает Эпплпикера? Не знаю, надеюсь, сегодня таких людей здесь не будет. Что скажешь про этого исполнителя? Эпплпикер? Он охуенный артист, и он очень хороший человек, в первую очередь. Это в первую очередь. Слухай, ну увогуле Мікіта, мне здаецца, гэта, калі так можна сказаць, гэта патрыярх беларускага андэграунду сучаснага. Калі б не Мікіта, не было б нікога, разумееш? Никита просто замечательный персонаж, который делает для минской сцены очень многое. Добрый вечер. Доброй раніцы. Ну, вусікі ў него прыгожыя. А музыка? Прыгажэй за вусы. Вось часам хочацца музыку, якая цябе не заганяе, а расслабляе, але не робіць тупым. І вось Мікіта умее рабіць як бы файную музыку, якая, ну, карацей, не грузную, але разам з тым ты сапраўды як бы просто прыемна расслабляешься, прыемнае падарожжа там адпраўляешься кудысьці, вось гэтае лоу-файнае, і клас, настрой толькі падымаецца. Топ-3 песни Эпплпикер прямо сейчас. Нет, я не веду ни одной песни Эпплпикера. И так бывает. Но, может, скажешь пару слов? У него пригожие волосы, пригожие вочи. Имя Микита псуе немножко всю малину, але, я думаю, далеко пойдет. Хороший, перспективный хлопчик. Самый необычный факт про Никиту прямо сейчас. Блин, это, ну я не знаю, можно ли такое говорить на камеру, но я сразу скажу, я когда с Никитой познакомилась, это может прозвучать мега банально, можете меня бить палками, лопатами, но Никита, мне кажется, это самый-самый-самый добрый человек. Удивило прям. Сейчас я буду долго думать, наверное. Честно, лысина его, я думаю. Мужчину красит возраст и лысина на голове. Вот так. Аминь. Есть такая категория талент. Вот это человек, который взял весь талент, который был в этом свете, которым Бог наделил нашу великую Украину, и он весь себе забрал, вобрал себе. И он, боже мой, это Христос. Нам очень многие люди, мы подходили к нему, спрашивали, знают ли они Эпплпикера, говорили, что знают, и говорили, что «О, это святой человек, это очень хороший человек», ну и тому подобное. Что бы ты сказал про Эпплпикера? Ну, это интересный, но сложный вопрос. А что бы я мог сказать про Эпплпикера? Это такой персонаж. Ну, по сути, ну, Эпплпикер — это и есть я, конечно же. Но я просто... вот эту личность, которую я могу из себя представлять, я ее выкладываю вот в этот свой музыкальный проект. Все какие-то переживания и прочее, поэтому было бы логично, если бы я под своим именем выступал, но как бы, учитывая то, что я идею Эпплпикер придумал
15 лет назад я, конечно, был не готов к тому, чтобы использовать свое собственное имя. Сейчас я бы, может, и был готов, потому что многие стали меня узнавать по имени, и как бы, ну, я пробираюсь сквозь свои комплексы потихоньку и начинаю принимать себя. Мы от многих людей слышали, какой ты добрый. Можешь ли ты вспомнить ситуацию, где ты вот вообще не добрый? Где ты злой? Слушай, ну, сложно такое вспомнить. Это прям с моей стороны. Но я уверен, что по чему-то мнению в какой-то момент я мог быть злым и неприятным. Но, сорян. Реально, ну, типа, такого, чтобы ты прям, не знаю, выбесился на кого-то? Не, я не умею так делать. Я подавляю эмоции свои. Это на самом деле проблема. Можно ли сказать, что эти подавленные эмоции, про которые ты говоришь, они находят свой выплеск в музыке твоей? Да, ну это определенно так. Я этим пользуюсь. Что я скорее вымещу эти эмоции игрой на каком-либо инструменте или перформансом. У нас новая рубрика. Рубрика называется «Смотрим мемасы с Никитой Орловым». Опа. Значит, смотри. Мем у нас есть такой. Москва, легендарная горбушка, 90-е. Никита Орлов замечен на видеохронике 90-х годов. Вот этот чувак. Да, есть еще вот такое. Никита Орлов. Да. Минский модник. Никита Орлов. Это Никита Орлов. Это, кстати, тоже Никита Орлов. Отец минской сцены и просто хороший парень. Но ты знаешь, ну, звание отца минской сцены звучит достаточно солидно. Это, конечно, очень приятно и волнительно. Но стоит понимать, что, возможно, я являюсь отцом минской сцены вот конкретно просто для этой тусовки. Но я стал мемом, видимо, потому что, ну, я участвовал в каком-то, ну, смехотворном количестве групп. И некоторые мне говорили: блин, я когда не пойду на Канс, я обязательно увижу тебя. Ну и, короче, это становится как бы приколом. Еще один мем оттуда. Никита Орлов, я Никита Орлов. Никита Орлов, я Никита Орлов. Никита Орлов, я Никита Орлов. Я Никита Орлов. Никита Орлов. Поговорим про твои 2000 музыкальных проектов. И хочется спросить про самый крутой, безусловно, про «Голос Кинчева». Как ты там оказался? Ну вот мы познакомились с Мишей Делидой вообще в другой группе, в группе «Бак». Но я знал, что у Миши есть группа «Голос Кинчева», но она была на тот момент активна уже какое-то время назад только в Слуцке, потому что Миша из Слуцка, и Корней, Джордж, все из группы, это все, они начинали в Слуцке больше 15 лет назад. И это был как бы такой домашний проект, где они просто угорали, записывали самое разное музло разными способами, такой домашний лоу-фай проект. Но потом, когда в 2017 году, наверное, Корней, вокалист, переехал в Минск. И Миша, как самый большой энтузиаст, в принципе, он начал говорить: давай типа делать «Голос Кинчева». Но сначала Корнею, а так как мы уже с Мишей делали музыку вместе, его сольную на тот момент, он мне предложил тоже присоединиться, ну и делать уже какую-то группу, новую итерацию этого проекта в Минске. Почему среди твоих текущих проектов больше нет таких проектов, как «Голос Кинчева»? Ну, потому что нет таких ребят. Жесткий, интересный, самобытный панк. Тебя зовут. Ты бы присоединился к такому? Да, если бы это был жесткий самобытный панк, то да, определенно. Потому что, ну, мне очень нравилось играть на концертах на барабанах с «Голосом Кинчева». Это, ну, одна из форм отдушин таких, когда можно было оторваться просто, ну, выплеснуть энергию, как обычно.
Да и сейчас до сих пор слушать классно. Вот у меня в итогах года «Голос Кинчева» на 3-м месте. Что, я часто переслушиваю разные альбомы и вообще кайфую очень. Немножко недоволен, как по качеству получилось, но как бы я в те времена еще как бы учился, можно сказать, звукозаписи, да и до сих пор учусь. Но тогда это было просто на более раннем этапе. Федорович, как ты попал в группу? Куда они вообще... Куда группа делась? Это был сольный проект Влада Скнарина, где он записывал сам музыку, все сочинял и выпускал. Он создал свой домашний лейбл Fit Your Mess Family, в котором издавал также своих друзей и интересных музыкантов. Лейбл, по сути, означало то, что он просто выкладывал чью-то музыку на Bandcamp. То, что было не супер очевидно в то время, типа в середине 10-х. Потому что в основном заливали просто ВКонтакт. А залить на Bandcamp это уже как будто следующий шаг. А о стриминговых платформах даже и речи не было на тот момент. Очень редко. И он издал, между прочим, первую эпишку «Длины волны» и «Нюрнберга». И вот, в итоге он собрал живой состав группы Федорович, с которыми они стали выступать. И со временем из состава решил выйти гитарист Антон Павлов. И на тот момент мы уже познакомились лично с Владом, он котировал White Cave, и он предложил мне прийти на замену в качестве гитариста в состав. Мы стали играть концерты, и вот это, собственно, мне кажется, паблик Антимемы появился после одного из концертов Федорович в TNT. Было и было. Мы сегодня находимся в клубе «Джасмин» на улице Вильча в Варшаве. Тут находится джазовый клуб в подвале отеля, такой дорого-богатый джаз-клуб, но это первая площадка, на которой мы сыграли с Союзом в Варшаве. Сегодня есть уникальная возможность послушать новый альбом до выпуска и купить пластинки. У вас на записи песни звучат одним образом, а играете вы их иначе. В том числе, потому что вы пишете другие инструменты. Но и, я так понимаю, вы джемите еще на лайвах. Вот можешь рассказать про это все? Да, все так и есть. Соответственно, на студийных записях много инструментов, там и струнные, там вибрафон где-то есть, где-то саксофон на новом альбоме появился, еще что-то разное, акустические гитары, это 12-струнные, это 6-струнные, поэтому, конечно, на живых концертах весь этот арсенал невозможно использовать. За исключением только, когда мы делали концерты с ансамблем, тут же в Джасмине, кстати, в последний раз мы брали струнный квартет и флейту. Вот. И джемы тоже, да. У нас просто мы знаем, в каких местах мы можем чуть разойтись и что-то покуролесить. Такой вопрос интимного характера. Как так вышло, что группа «Союз» максимально интернациональная, не только по вопросу участников, а и потому, что в группе поются песни абсолютно на всех языках мира. Слушай, вообще музыка сама по себе это такой язык, который объединяет людей. Как тебе такое? Да, но просто в нашем случае это как-то случилось очень красиво. Я не знаю, в чем прикол. Конечно же, помогло то, что мы сейчас создаемся на британском лейбле, у них там широкая аудитория по всему миру, они продают везде пластинки, и очень много людей услышало, и по радио нас крутили, там и на BBC, NTS, вот эти все дела. И то есть, действительно, мир услышал эту музыку, и
принял. Я когда послушал релизнутые треки с альбома, у меня как бы будто что-то сложилось в голове, и я подумал, блин, а не ориентировались ли вы никогда на Виа-песняры? Ну, это распространенный вопрос и ассоциация на самом деле. Конкретно, короче, не вдохновлялись, типа прям, чтобы брать песняры. Ну, просто так получилось, что мы из Беларуси, и у нас из-за названия как будто есть отсылка к советской эстетике, хотя такого как бы на самом деле нет, но опять же типа каким-то определенным слоем он присутствует, но типа далеко не основным. И поэтому у людей складываются ассоциации там с песнярами, какие-то параллели проводятся. У Лёши забавный фан-факт есть то, что он учился в музыкальной школе на пианино, и его преподавательница была с дочкой клавишника песняров, Поливода. Группа «Союз». Хочу прочитать описание группы «Союз» из интернета. «Союз is a creative collective originally from Minsk, Belarus, founded by multi-instrumentalists Alex Чумак and Mikita Орлов». Но у вас в спотике на обложке Лёша стоит. На обложке альбома это же тоже его голова, правда? И там не видно других участников группы. Не вызывает ли у тебя это каких-то противоречий? Ну, это потому, что весь этот пресс-материал касается последнего альбома, который, по сути, Лёша сам сочинил и по большей степени записал. Ну, в нем еще участвовали Альберт Карх, наш барабанщик новый, польский, и бразильские музыканты. И еще много музыкантов. Ну, разговаривая про последний альбом «Крок», это остается его детищем. Вообще у него была идея выпустить этот альбом как «Алекс Чумак and Союз». Ну, почему-то не сделали так. Ну, что было бы на самом деле, что имело бы смысл на самом деле. Какой следующий крок у группы «Союз»? Это двигается обратно в сторону, что это какой-то совместный проект, или это остается как то, что как бы в основном это делает Лёша? Какое у вас дальше направление? Ну, дальше направление делать вместе уже и с Альбертом, и с Игорем, гитаристом. Просто все это время в Варшаве был вопрос с репточкой, потому что, сложно собраться вместе и работать над песнями, и поэтому Лёша просто как бы спокойно их дома делал. Угу. И то у него не всегда дома это получалось делать. Не хотел ли бы ты тоже попробовать себя в такой роли, то есть сделать что-то, что было бы таким... проделать какую-то основную работу именно для Союза? Что-то такое попробовать собрать? Да, но это бы получилось в своем стиле, по сути. Потому что все-таки Лёша держит художественную планку Союза определенным образом. Это то, что все любят, и то, за что все полюбили Союз, по сути. Я бы мог что-то сделать тоже сам, но пока что... вот мы обсуждаем все группы, в которых я участвовал, поэтому я просто еще не придал этому времени должного. Вот эти коллабы, релизы, концерты, гиги, там, поддержка каких-то инди-групп. Зачем это все? Чтобы искусство развивалось. Местное, андерграундное. Чтобы каждый мог высказаться, не знаю. У некоторых музыкантов есть такая позиция, что из андеграунда надо пытаться вылезти всеми силами, чтобы там, не дай бог, не застрять. Что ты думаешь по этому поводу? Нирвана тоже в андерграунде начинала. И многие другие группы. Не все же сразу влетают в мейнстрим, и все пошло-поехало. Нет, из андерграунда нужно выбираться, но не извлекать его из себя. Как бы из андерграунда вообще все и идет. Вся музыка, по сути. И потом в какой-то момент дядьки на лейблах видят, что вот молодежь это хавает, и это нужно просто на этом рубить бабки. И они делают все, чтобы продать эту музыку
еще больше молодежи услышала ее и покупала в каком-либо виде этот продукт. И то есть вопрос, хочу ли я вылезти из андерграунда, чтобы на мне кто-то делал деньги? Не знаю. Ну, я бы хотел делать деньги со своей музыки, потому что, блин, ну, это все-таки мое основное ремесло. Но я просто не умею. Я чувствую, что я как музыкант, я хочу делать музыку, но именно вот эта часть, где ее нужно показывать и продавать, очень сложно делать. Давай представим, что есть какой-нибудь, ну, продюсер, да, допустим, продюсер. И он тебе говорит: Никит, смотри, вот вообще инфа сотка, что вот эта штука выстрелит, твое музло, там, твой следующий альбом, например, да? Но чтобы он выстрелил, у меня, короче, есть там, мне Бог в ушко нашептал секрет, как нужно немножко переделать твое музло. Ну, там, может быть, не совсем как бы твой стилек, не совсем то, что тебе свойственно. Ну, может быть, там элемент появится, который ты бы, может, и не хотел, чтобы там появился. Но инфа сотка, вообще никакого больше андеграунда. Ну, так, правда, придется делать все остальное время и дальше, да? То есть, ну, сори. Ты бы согласился? Я бы это воспринял как эксперимент, потому что даже эксперименты с мейнстримом – это все равно эксперимент. Я бы в первую очередь посмотрел на результат, что из этого получается, и, исходя из этого, высказал какое-то свое мнение. Но это еще зависит от многих других факторов, которые бы сопутствовали, типа, с каким конкретно продюсером разговариваю, там, в какой стране это происходит. То есть, ну, довольно сложный вопрос. Но в целом я бы пошел навстречу и посмотрел, как это бы развивалось. Следующий эксперимент Apple Пикера. Стать попсой. Да, кстати, на альбоме, на своем последнем экспериментальном альбоме Haunted Tapes 2 я сделал трек с трэп-битом. Жалко, что на Bandcamp'е только. Да, вообще пофиг. Ну, типа, на Bandcamp'е, на Spotify ж нигде не слушают. Скажи, как вообще музыканту выживать в современном мире? Хороший вопрос. Скорее всего, я потрачу просто всю жизнь на это. А есть ли какая-то специфика этой проблемы конкретно в музыке? Ну, смотри, у меня работает так, что я понял, что мой смысл жизни, возможно, это творчество, по сути. Потому что, когда я делаю музыку, я ее пишу, я ее исполняю, я чувствую максимальное удовлетворение от этого. И в этом есть смысл. То есть, по сути, какой-то экзистенциальный вопрос выживания я решил. Я просто нашел свое занятие. Ну, а потом появляется следующий вопрос, ну, выживания уже там материального, там, психологического. Вот. Ну, это уже другой вопрос. А когда ты пришел к тому, что твой смысл жизни — это творчество? Ну, наверное, в последние года. Но учитывая, что я занимаюсь музыкой, ну, очень давно там, и стал ей интересоваться с раннего детства, но я не чувствовал, что это прям то, что мне нужно, потому что, ну, там, все вокруг говорили, что, ну, родители в первую очередь, что нужно получить там нормальную специальность, там, ну, как бы обеспечить себе существование, а потом уже заниматься музыкой. Ну, это, конечно, верно с какой-то стороны, но у меня еще пока хватает наглости заявлять, что нет, я буду стараться заниматься музыкой как своим основным видом деятельности, потому что, ну, я все еще верю, что я просто приду к своей какой-то цели и смогу так или иначе обеспечить жизнь за счет именно музыки. Все еще считаю это довольно наивным, но тем не менее, у меня есть такая сила, которая движет меня. Бывают ли у тебя творческие тупики?
Я подозреваю, что бывают. Конечно. Как ты их преодолеваешь? Ну, я просто понимаю, что, ну, значит, сейчас не момент. Отпускаешь? Да. Отпускать — это очень важно, мне кажется. И не сидеть, не бить голову, не тратить свои нервы просто в какой-то неподходящий момент. Но это зависит от внутреннего состояния, от окружающей среды. Я просто знаю, что там завтра у меня получится. Или послезавтра. Откуда эта уверенность? Ну, потому что так происходит постоянно. Ну, то есть, там, сегодня я бьюсь в тупике, а потом, даже если через несколько месяцев, ну, как у меня это зачастую с текстами бывает, я в моменте запишу классный инструментал, и понятно, что туда нужно написать текст, записать вокал. Я могу ждать этого месяцами, по сути, и потом я абсолютно не жалею о том, что я ждал какого-то момента вдохновения. Ну, это, может, не обязательно вдохновение было, а там я сел специально, там начал думать над какой-то идеей, и у меня все получилось. Последний вопрос. Сколько же еще это все будет продолжаться? Сколько нужно, сколько ты решишь, сколько необходимо, Дима. Ладно. Ты вообще спокойно иммиграцию переживаешь? Ну, спустя 3 года уже да. Ну, первые 2 года было тяжелее, но сейчас, да, я, можно сказать, отвязался уже от какого-то... Отвязался от... Не знаю. Отвязался от Минска. Ну тогда последний вопрос. Каким ты видишь будущее или хочешь увидеть? О чем мечтаешь? Чего хочешь? Да чтобы... Да, чтобы все жили в кайф. Возвращаемся к Максу Коржову. Да. С чего начали? Не, ну действительно, чтобы люди понимали друг друга наконец-то. Ну, это очень сложно, почти нереально. Но если желать, то только этого. Чтобы все нашли общий язык друг с другом, делились друг с другом чем-то приятным, делали классные вещи и делали то, что близко их душе. Всем привет! Witam wszystkich! Zagram trochę piosenek. Dzięki. Я это видел, но не заметил. Я это видел, но не обратил внимания. Ой, ну я сыграл концерт в працовні Art Club. Это Никита Орлов. Никита Орлов. Да, Никита Орлов. Сегодня был концерт, судовный концерт Никиты Орлова. Вообще, мне очень понравился. Никита сыграл классно, ему даже группа не нужна, честно говорю. Молодец, хороший парень. Никита Орлов, он как наркотик. Хочется пробовать все снова, и кто знает, когда отпустит. Дякую, Никита Орлов. Дякую, Микита Орлов. Дякую, Микита Орлов. Дякую, Никита Орлов. Дякую, Микита Орлов. Мы пойдем с тобой туда, где никто нас не поймет и не спросит, как дела, и кофе не нальет. А мы пойдем с тобой туда, где на все один ответ. Мы будем танцевать и гнать велосипед. 107 домой.
бежишь в него. Злость мой, отвези меня давай, злость мой, отвези меня домой. Припинок. Диспетчерская станция Кунцевщина. Концовой припинок.